Всем привет! Меня зовут Евгений. И в этом видеоролике я научу вас, как обжигать глину в примитивных условиях, в диких условиях, абсолютно без использования современных муфельных печей. Расскажу, какие виды глины бывают и как изготовить посуду, если вы в лесу и у вас с собой ничего нет совсем. Итак, я в лесу. Вот здесь вот, такой чаще лесной, сейчас осень, октябрь. И здесь у меня есть небольшая землянка. Рядом с ней расположен очаг, в котором я и буду обжигать глину. Поговорим вообще по глине, про глину, да? Глина бывает двух видов. Жирная глина, так ее называют, и тощая глина. Жирная глина — это чистая глина, в ней меньше всего примесей. Она хорошо лепится, хорошо держит форму, не трескается при сушке, но почти, ее меньше ведет, скажем так, меньше она трескается. Глина бывает тощей. Тощая глина — это та, которая содержит в себе примеси песка и других разных минеральных соединений, да? Тощая глина лучше обжигается. Ну, как по мне, она лучше обжигается. Но она хуже, менее податлива. Она более капризная. Если глина, это глина же женского рода, если глину сравнить с женщиной, то тощая глина, она более капризная, более такая требовательна ко всему. Всегда капризничает, всегда всем недовольна, да? Но она обжигается, стоит ее приручить. Она обжигается, и, в общем-то, она делает все, что хочешь. Но ее нужно приручить. Ее нужно приручить. Вот моя землянка. Вот здесь вот мы ее можем видеть. Сейчас подойдем. И при обжиге глины очень важно, особенно диком обжиге, таком, как вы сейчас увидите, очень важно соблюдать технологию. Она на самом деле достаточно проста. И сегодня мы о ней поговорим. Более того, я вам ее сегодня покажу. Этой землянке около 1,5 лет. Я посещаю ее довольно-таки часто. Прямо в лесной чаще. Вот такое вот помещение небольшое. Сейчас осень. Землянка, помещение пережило все времена года. Вот так вот она выглядит. А вот здесь, прошу ваше внимание обратить, это очаг, который мы будем использовать. Итак, вот обратите внимание, я сейчас вычистил очаг, положил на дно вот такие вот ветки. В чем суть? Я сейчас покажу заготовки меньше минуты. Вы все увидите. Покажу заготовки сырые. Сейчас объясню. Суть в том, что мы не должны ставить сырые заготовки в горячее. Прям вот в пыл и жар. Не должны. Они лопнут. Точно. Соответственно, в чем секрет обжига вот таким примитивным способом, да, без муфельных печей? Вот прям лес. Вы все это видите. Вот мои вещи лежат, да. Смотрите. Мы должны, вот представьте себе кривая, да, температуры, график. Мы должны поднять температуру плавно, и она сама должна плавно опуститься. Сама собой. Сколько это времени займет? Много часов. Я уйду, этот ролик будет стоять из 2 дней. То есть я все 5 с лишним часов ждать не буду. Пойду по делам, но завтра сюда вернусь. Мне сюда идти где-то около 12-14 километров. Я сюда приду. И мы откроем, посмотрим. Значит, заготовки кладем сверху и начинаем разжигать. Понимаете? Пока оно горит, я буду заниматься тем, что буду искать дрова. Вот, например, это перепилю бревнышко, ну и так далее. Тут на самом деле это все в избытке в виде валежника. Итак, обратите, пожалуйста, ваше внимание. Я вот сюда немножко угля насыпал. Можно использовать, вы знаете, шашлыки вот вы делаете, наверняка там с друзьями, с семьей собираетесь, делаете шашлыки. Вот уголь, да, ну, покупной.
можно взять, но одной, ну если только полную. То есть прям углей должно быть много. Суть в том, что заготовки у вас должны томиться в углях по принципу, как знаете, вот вы картошку печете. Вы ее закапываете в угли, да, и там она какое-то время, это то же самое, только гораздо дольше, да. Вот, 5 часов, да, от 5 часов ваша картошка каменная должна находиться в углях. То есть она должна быть закопана. Очень важно, я хочу это подчеркнуть. Если вы будете пробовать, потом писать, что ничего не получается, обратите внимание, не высовываются ли у вас краешки. То есть вот смотрите, представьте себе угли красные, раскаленные. Один стоит показаться маленькому краешку, вот полсантиметрика, да, из углей. То есть представьте, что вот так вот угли, да, все в углях, и краешек показался. Заготовка лопается. То есть возникает перепад температуры. То есть заготовки, то есть углей должно быть столько, сколько у вас ни было заготовок, оно все должно быть прямо зарыто максимально. Прям я подчеркиваю это. Это чрезвычайно важно. Это основа. В принципе, эта технология, она на ней и строится. Оно должно быть закопано в углях. Внутри, в глубине. Понимаете? Не должно проглядывать нисколько. Вот обратите, пожалуйста, внимание. То есть заготовки. Ну вот видите, вот эта чашечка. Там внутри есть, внизу. То есть они прямо такие зарытые в эти дрова. И вот сейчас разгорается костер. И вы также делать будете, когда пробовать будете. То есть вы вместе с розжигом костра закладываете туда заготовки. Прямо в дрова, да, или там в угли, например, если у вас угли. Делайте это как можно плавнее. Не нужно розжигами ни в коем случае ничего химического такого, чтобы это все не пропитывалось в глину. Понимаете? Потому что потом, ну, скорее всего, лопнет. Простите. Вот таким образом мы заложили. И все это у нас хозяйство разгорается. А мы, соответственно, тем временем уже можем заниматься хозяйственно там бытовыми вещами. Я вам покажу сейчас. У меня вот есть глина, вот тощая здесь. Тоже тощая глина. Здесь высокие примеси песка. Вот посмотрите. Но она обжигается, да? Это понятно. Иначе я бы не стал записывать этот ролик. Вы посмотрите, вот это все глина. И вот смотрите, как вот из такой глины добыть, да? Ну вот такие вот пласты, да, получается, глины. Так как же вам добыть глину? Для этого нам нужно ее собрать. По какому принципу мы собираем? То есть меньше вкраплений. Вот обратите внимание, видите, здесь вкрапление почвы. Вот такого избегайте, оно вам не надо. Оно вам не надо. А вот рыженькое, вот, видите? Прям жила такая глиняная, вот. Вот такое. Такое собирайте. Собирайте пока, ну, сколько вам надо, да, примерно. Даже с запасом, даже, знаете, соберите, ну, где-то на 50% больше. То есть, если вам нужно там 5 килограмм, соберите 7, да, потому что у вас с просеиванием много чего уйдет. Кстати, про просеивание. Вот обратите, пожалуйста, внимание. Я набрал глины. Но это саман. Я же его делал, когда штукатурил стены вот землянки здесь. Поэтому здесь будет очень много вкраплений древесных. Древесные вкрапления удаляются вымачиванием. Но первым этапом у нас будет просеивание. Если вы действительно в полевых условиях, ну, найдите какую-то консервную банку из-под напитка. Или, может быть, ну, консерва, тушенка. Проделайте в ней отверстие. Хотя бы некоторое количество этой будет сито. Правда, ну, будет не такое эффективное. У меня здесь есть сито покруче. Вот обратите внимание. Вот сито у меня есть вот такая вот сетка. Старая металлическая сетка. Просто сетка. Это глина. Просто глина. Но в данном случае она с тем самым, ну, с листьями, с травой. Вам нужно просто раздолбать это все хозяйство. Просто долбайте. Чем хотите. Палкой, камнем, ногой вот так вот, да, там, кроссовком, ботинком, сапогом, что у вас есть, на как можно более мелкую фракцию. Ну, в идеале. Но
Без фанатизма. У вас в любом случае действительно мелкая фракция. У вас не получится просто с помощью сапога. Теперь, вот я просто для примера, да, вот такая консервная банка. Тоже несколько отверстий. Где-то вот тут помягче просто, да, внутрь глину, и вот так трясете, да, будет немножко высыпаться. Но это, конечно, намного хуже, чем вот такое, но такого может не быть просто, понимаете. Вот. Но глину очень важно просеять, очень. Итак, смотрите, просеивая, вы получаете вот такую вот фракцию. Ну, понятно, какая у вас ячейка здесь, такую вы получаете. Здесь все это время вы просеиваете, старайтесь мельчить их, Крупные кусочки, они остаются, камешки, все остальное, то, что не пролазит в ячейку. То есть мельчите кроссовком, там, сапогом, ботинком, как хотите, да, вот, то есть по ситу. Поэтому я говорю, что глины вам изначально нужно больше, чем вы по итогу получите, потому что часть будет на сетке. Получая вот такой песочек, да, глиняный, что мы делаем с ним? Мы его должны вымачивать. Для этого мы его собираем. Я вот сейчас лениться не буду, да, вот здесь это тоже помельчу, по возможности помельчу. И я хочу поставить на отмочку, потому что это, по сути, это начало этого процесса, ну, технологии, да, это отмочка. То есть после того, как мы собрали, просеяли, дальше заливаем водой. Заливаем примерно там, ну, грубо говоря, вот одна часть у вас глины, да, вот можно 1 к 1 или 1 к 2, да, то есть 2 части воды и 1 глину. Ну, как-то так, можно и пополам. Я делал и так, разницы я никакой не заметил. Что будет происходить во время отмочки, я вам сейчас покажу, расскажу. А пока у нас там вот горит. Если это делаете осенью на улице, очень важно, это, смотрите, очаг, ну это вообще, в принципе, техника безопасности, это важно, чтобы листва была как можно дальше от очага. Не ленитесь, пожалуйста, не устраивайте лесные пожары. Вот. Чем дальше, тем лучше, это важно. Еще подальше. Ага. Ну, как-то. Итак, смотрите. Вот результат. Ой, там что-то там попало, да? Какая-то сориночка. Да, у меня, конечно, мало. Нужно больше. Да, раз в 7. Ну, чтобы полепить нормально. Вот. Из этого, ну, небольшая какая-то финтифлюшечка какая-то получится. Заливаем водичкой. Заливаем водичкой. Смело. Вот смотрите, сразу, видите, мусор. Короче, я думал, что будет дольше, да, вот, ну, чтобы вам показать. А оно сразу. Вот обратите ваше внимание, зачем вообще отмока нужна. Видите, древесные всякие, древесные дела, да? Это фрагменты листьев, фрагменты там травы, все такого. Просто, поскольку это бывший саман, ну, здесь, конечно, этого всего в избытке. Вот. То есть, все это у нас показывается, то есть, глина у нас оседает внизу, она попадает в виде осадка. А сверху у нас вот такая вот пленочка получается из древесных. Их может быть мало, но они все равно будут. И это очень важно, чтобы их нам убрать. Понимаете? Потому что если у вас древесные фракции останется внутри, прямо в теле, скажем так, вот керамического изделия, да, нам, ну, в будущем керамического, оно будет сгорать внутри. Температура очень высокая, больше 500 градусов, 500, да, длительного времени. То есть там образуется пустота, полость, в общем, заготовка лопается, взрывается. Очень высокий процент заготовок лопается. Да, получаются, вот смотрите, я вам тоже покажу, это тоже вам будет интересно наверняка. Я нашел здесь этого в избытке, в округе, да. Вот посмотрите, вот это глиняный черепок, да. Но обратите внимание на его структуру. Это обожженный глиняный. То есть, вот как раньше делали амфоры, знаете, там, ну, до нашей эры, там, да, вот, находят на раскопках. Слышите, да?
То есть это не глина в смысле сырая, да? То есть у меня лопнула заготовка. У меня их тут предостаточно лопнуло на самом деле, да, там, за все время моих проб и ошибок. Это одна из них. Вот, вот посмотрите, вот. Видите, она обожженная. Вот послушайте, как они друг с другом взаимодействуют. Звук. Очень важно. Сырая глина, вот попробуйте. Сырая глина, ну, я уже заложил, не могу вам показать. Вот, она так не звучит. Вот на сколе, смотри. Смотри, те. Да, вот скол. Вот как-то так. Лопаются много. Поэтому, чем у вас идеальнее все получится, я имею в виду в плане отмоки, в плане там, вот, всех этих стадий, да, фильтрации. Сушка хорошо высушена, плавненько мы подняли температуру. 5 часов томится, плавно опускать. Просто забудьте. Забудьте. Есть, ну, первые разы вы в любом случае, наверное, лопнете свои заготовки. Вам будет интересно, любопытно их раскопать из угля. Там палочкой, кочергой, там какой-то штучкой, да. Вот. И она у вас лопнет, точно лопнет. Вот показался у вас черепок из угля, она у вас лопнет. Считайте, она лопнула. Вы удовлетворили свое любопытство, и она лопнула одновременно, да, вот. Произошло это, да. Второй, третий, четвертый раз вам уже будет не так интересно, потому что вы знаете, что получится вот так, да. Ну вот, такого плана штуки. Посмотрите, как быстро темнеет уже. Уже почти стемнело в лесу. Вот мой очаг. Я хотел бы добавить еще, знаете, такой момент. Это вот, наверное, нюанс. И, возможно, важный. Посмотрите, пожалуйста, да, вот заготовки там внутри. Ну, это вы знаете. И я знаю. Важный момент. Вот вы должны сверху положить дрова. Это все должно быть в избытке, да, это понятно. Но очень важно положить их в таком количестве и так, ну, столько дров, чтобы у нас с вами, вот видите, там вот, ну, нигде не проглядывает. Я не вижу заготовок, вы тоже. Если бы вы сейчас находились там, грубо говоря, здесь, да, и вот там вокруг да около ходили, тоже бы не видели, потому что я это делал, не видел. И это важно. Очень важно нам, чтобы не было доступа кислорода. Вот. Мы в недавнем, как сказать, простите, в самом коротком будущем закроем все это хозяйство вот той же самой сеткой, которая у меня здесь. Вон там вы видите, да? У меня есть вот такая каменная плита. Это известняковая плита. Здесь горы и много таких плит, да, это они выходят на поверхность. Да, соответственно, мы это закроем и оставим до утра. Сейчас, пока все это превращается в угли, пусть превращается немножечко, ну, дровишки мы покладываем, ну, опять же, тут тоже надо не переусердствовать, да, ну, куда мне еще больше огонь, вот сколько в очаг умещается, можно еще подложить, там, процентов на 30, в принципе, а надо ли. Вот, дальше мы это все закрываем и оставляем до утра. Хочу повторить, наверное, уже там 5, 10, 25 раз, что остывать должно так же плавно, как мы нагревали. То есть мы нагревали, разжигая костер, точно так же оно, то есть надо забыть об этом. Надо просто забыть о том, что там заготовки. Просто забыть. Забыть до завтра. Мы так и поступим. Вот смотрите, у нас почти что все прогорело. Ну, кроме вот верхних. Ну, нет, они как бы внизу-то, да. Сверху-то нет. Уголь есть, жар есть. Все, вообще не подойдешь. Заготовки там внутри. Мы это все дело сейчас закрываем. И все. Вот у меня есть эта сеточка. Ну, посредством которой я, да, все это дело, ну, вы поняли, просеивал. Закрываю и плитой. Итак, вот, я все закрыл. Сейчас очень большой жар вот сюда вот идет на камни. Поэтому я говорил, никакой листвы вокруг. Никакой. Сейчас я некоторое время здесь еще побуду.
пока, ну, скажем так, жар не спадет, да, вот именно языков пламени, чтобы я не видел. И тогда я могу, в общем-то, покидать это место, в принципе. Итак, время уже поздний вечер, меня, наверное, уже не видно, только, наверное, слышно. Мы встретимся с вами завтра, когда я буду вынимать заготовки. Вот здесь вот вы можете видеть, да, у меня все закопано. Все это будет томиться там весь вечер. Сейчас уже позднее время. Всю ночь. Ну, ночью оно уже будет остывать, и к утру оно остынет. К утру оно остынет полностью. Если плиту разломает от жара, а такое возможно, ничего страшного в этом нет. Костер безопасный. Можно покидать это место. Всем привет! Снова прошло уже больше суток, 1,5 суток. С каждым днем лес все желтее и желтее. Я прямо сейчас направляюсь в землянку для того, чтобы посмотреть наши заготовки, как они обожглись, что пережило. Обжиг переживает не все, далеко не все обжиг. А что не пережило, да? Так вот, для того, чтобы заготовок переживал как можно больше обжиг, делайте их больше, делайте их впрок. То есть совсем мало заготовок обжигать нет смысла, потому что есть вероятность, что она просто лопнет, и она очень высокая. Масса нюансов. Пузырьки воздуха в стенках. Плохо почистили, где-то чем-то пренебрегли, недостаточно уделили внимание. Заготовка как что сразу лопается. Поэтому делайте их больше, и тогда что-то обязательно доживет. Итак, вот мы и на месте. Сейчас необходимо открыть и откопать наши заготовки. Открываем очаг, яму огненную такую. Уже нападала сюда листва. Ага. Итак, вот что в итоге мы получаем. Это керамические изделия. Давайте осмотрим их все со всех сторон. Это чашечка, ну тарелочка, чашечка, да, для приема пищи. Видим внутри трещину. Она уже была. Я, честно говоря, думал, что она лопнет совсем. Но видите, нет, она еще даже форму держит, но это прям вот максимально недолго. Это керамика, друзья. Вот. Мы можем слышать это по звуку. Вы слышите? Послушайте на ногте. Это уже не сырая глина. То же самое все остальные. Послушайте. Ну, это прям целехонькое. Вот это вот. Подсвечник. Вообще целехонький. В общем, то, что не имеет углубления, то лучше получается. Ну, а, собственно, в углублении весь смысл, конечно, подобного изделия, да, потому что это посуда. Слышите? Да? И здесь слышите. Сейчас нальем воды, проверим на герметичность. Сполоснем их. Итак, давайте я сполосну изделие, получившееся, водой. У меня вот есть вода, здесь у меня мои заготовки. Сейчас каждую споласкиваю, наливаю в нее воды. Даже знаете как, вот я начну
с чернильницы. Это чернильница. Ну, предполагается так. И это чернильница. Вот после того, как они полностью остыли, а остыть они должны сами, как я уже говорил, тогда, собственно, все держится. Ну вот, видимо, трещины есть. Да, трещина есть. Вода немножко капает. Пожалуйста, смотрите. Вот. Но в целом ничего не пачкает. То есть это уже кристаллизовавшаяся глина. То есть это уже керамическое изделие. Такое, ну, первобытное, совершенно древнее, обожжено. То есть оно изготовлено прямо вот в древнейших условиях. Да, первобытным способом. Если вам кто-нибудь говорит о том, что без муфельной печи, без современных каких-то материалов, там полимерной глины, что там керамисты сегодня используют, глину не обжечь, керамическое изделие не получить, не верьте. Не верьте, это не так. Это не так, потому что не всегда были вот эти самые муфельные печи, да, муфельные печи, я же забыл, как называются. То есть первые изделия из глины, очевидно, были вот такие. Лепились. Опа! Опа-на, смотрите. Вот она и разошлась у меня. Я начал ее мыть. И у меня тарелочка не пережила. Сначала вроде бы как будто бы, да, держала форму, но прям вот попала вода и сразу же разошлась. Материал пористый. Материал, то есть вот это изделие, по итогу оно, конечно, очень становится пористым. И оно прям вот влагу вбирает в себя. Ну и также легко ее теряет. Вот как-то так. Вот как-то так. Прямо натуральная керамика. Посмотрите. Слышно, да? Вот как-то так. Друзья, спасибо большое, что посмотрели это видео. Меня зовут Евгений. Видео подготовлено специально для сайта и для канала Планета Увлечений. Подписывайтесь на канал Планета Увлечений, посещайте сайт. Здесь вас ждет много всего самого интересного. Да, простите, заболтался уже. Подустал. Спасибо.